Привет, друзья! Это видео — это один из модулей моего курса, являющегося частью моей платной программы по переходу из Ableton Live в Bitwig Studio, а именно пятого модуля о замене недостающих функций и плагинов, которые есть в Live, но которых нет в Bitwig. Я привожу примеры этих функций, плагинов и показываю, как их можно воссоздать, восстановить или найти те или иные решения, позволяющие восстановить что-то, чего вам может не хватать в Bitwig. Мне абсолютно не жалко выкладывать этот модуль бесплатно, потому что покупатели программы сами создают новые запросы, в том числе на будущие модули о сравнении Live-режимов двух программ и о других интересных вещах, поэтому если вы хотите присоединиться к программе и тоже делать свои запросы, в том числе получая мою личную поддержку, то залетайте по ссылке в описании, а если вам пока что не по карману оплатить программу полностью, можете оставить здесь никнейм свой в Телеграме, и мы о чем-нибудь договоримся. Приятного просмотра. Привет, вот я вернулся, починил наконец свою систему. У меня в планах вообще был модуль сравнения, подбора аналога в плагином в Ableton Live в Bitwig Studio, но я пока готовился, прошелся по всему списку там аудиоэффектов и MIDI-эффектов тоже, и понял, что на самом деле, да, они практически все... любому плагину здесь можно подобрать аналог в Bitwig, и там даже, не надо сильно голову ломать, то есть где-то есть какие-то специфичные, да, вещи, которые там, допустим, некоторые виды дисторшена можно найти в плагине Filter Plus, неожиданно, да, но в остальном, есть даже девайсы с таким же названием. AMP есть в Live, и AMP есть в Bitwig. Причем в Bitwig он как бы круче и интереснее и глубже, чем в Live. И это уже, в принципе, распространяется на все. То есть любые там дилеи, эквалайзеры, хорусы, фленджеры и так далее, всему этому можно подобрать аналоги. Поэтому я решил, наоборот, показать, каких плагинов в Bitwig нет, что не получится перенести. И также, и покажу альтернативы, да, какие-то замены. И также я покажу кое-какие функции, которых тоже нет пока что встроенных в Bitwig. И как этот вопрос решить? Давайте начнем с функций. Во-первых, у меня вот есть здесь для примера такой клип. Просто обычная пианинка, и я хочу перенести этот клип в Ableton Live, но у меня ничего не получается. Это потому что, я напоминаю, у нас это не сам сэмпл на плейлисте, это контейнер. Да, я сейчас временно, кстати, на 5 откатился, потому что не оплатил новый месяц, и нет у меня сейчас доступа к бетке, 6, поэтому вот мы на 5 с непрозрачными клипами. Это у нас контейнерная система, следовательно, мы просто нажимаем на этот клип, и вот уже сам сэмпл, который можно переносить. Здесь, кстати, он прозрачный, то есть видна сетка под ним. Я только сейчас на это внимание обратил, но для меня это никогда проблемы не было, но тем не менее странно, что в панели Editor это есть, а на плейлисте только в 6 они сделали. Вот отсюда я уже могу перенести сэмпл, я его переношу, и меня интересует такая функция, как Audio to MIDI. То есть если я создам MIDI трек и перенесу на него какое-то аудио. Нет, это через консольное меню делается. Я сам, подзабыл немножко. Да, по-моему, здесь же где-то можно, Да, convert melody или harmony to new MIDI трек. Разные режимы переноса в MIDI. Вот в этом случае это, наверное, melody. И он как бы переносит, причем довольно долго, как я только что узнал. Аудио в MIDI конвертирует, В Bitwig нет такой функции, но есть бесплатный плагин, который можно скачать на GitHub. Все ссылки ко всему, что я сегодня буду показывать, я вам тоже пришлю. Neural Note он называется. До сих пор, кстати, происходит конвертация, просто Neural Note я сейчас, смотрел, готовился, и там конвертация мгновенная вообще. То есть в лайве вот только 75% у нас. Что нужно сделать? Нам нужно, опять же, да, нажать двойным щелчком на клип, выделить сэмпл, а не сам клип, перетащить его внутрь. Плюс-минус нормально. Вот. И он гораздо быстрее вот это все сконвертирует. Теперь Да, у него есть какая-то встроенная прослушка, у него есть вот какие-то тоже настройки расширенные, которые позволяют
управлять разными штуками. Я их даже не трогаю, как бы я не знаю, ну, можно тоже поиграться с ними, я этим не пользуюсь. Мне надо, чтобы функция работала максимально просто, поэтому я перетаскиваю это MIDI. Мне предлагает импортировать темпо и time signature automation. Ну, я нажимаю нет, потому что в прошлый раз вот я нажал да, и у меня просто буквально создалась автоматизация из 120 BPM в 120 BPM. То есть, ну, как бы странная какая-то тема, просто абсолютно, короче, лишнее действие, поэтому я нажал ну. Ну, и вот у меня Bitwig тоже предлагает орган по дефолту, но мы давайте загрузим тоже пианину. Чуть-чуть ей уберем верхушку, чтобы звук был похожий. Вот, то есть гораздо быстрее, во-первых, перенеслось, во-вторых, по-моему, чуть более точно. Ну, я не знаю, можно сравнить еще с тем, как он Harmony конвертирует. Но в целом, я думаю, Neural Note — это более удобное решение. Понятное дело, что это не встроенное решение, но, тем не менее, плагин бесплатный, плагин легковесный, работает быстрее, настраивается глубже. Все, короче, очень удобно. Вот, перетащил, создал. Это первая функция, которой у нас не хватало. Потом, следующая функция — это ретроспективная запись. То есть, если я что-то наигрываю на своей клавиатуре в Bitwig, у меня нет, как в лайве, кнопочки, которая позволит мне вот эти последние сыгранные ноты создать в виде клипа. Я, блин, не помню, где эта кнопка в лайве, но где-то есть. Как вообще тут играть на клавиатуре? Ну, короче, вы... вот. Эта игра у меня пошла, включаю запись. Да, и где-то у меня должна быть кнопочка... Вот это, по-моему. Да, которая позволяет мне последний сыгранный MIDI-сигнал добавить в проект. Что очень классно и удобно. В Bitwig есть два варианта. Во-первых, есть чувак по имени Polarity. У которого на гитхабе есть... Не то нажал. Есть ряд контроллер-скриптов. Контроллер-скрипт — это в Bitwig такая штука, она настраивается... Она, короче, ну все контроллеры отображаются во вкладке Controllers, и во вкладке Locations вы можете увидеть, где у вас находится папка My Controller Scripts. Вот я ее сделал себе в документах. По дефолту она, по-моему... Ну, по дефолту тоже она вроде в документах. Вот. И в эту папку вы закидываете какие-то сторонние скрипты на JavaScript, в том числе от Polarity. Я вообще рекомендую скачать все вот эти инструменты. Тут какие-то шаблоны проектов, и в том числе вот эти контроллер-скрипты, среди которых есть скрипт Retrospect, который как раз-таки вводит вот эту ретроспективную запись. У Polarity про это есть видосы, то есть тоже можно это все посмотреть, загуглить. Но проблема в том, что у меня этот скрипт не заработал. То есть сначала у меня не получалось его в принципе, ну, сделать так, чтобы он отображался в программе. Я просто один этот скрипт закинул в контроллер Scripts, и, допустим, точно так же я сделал вот с другим скриптом, который мне красит треки по умолчанию. Ну, давайте я вам покажу. То есть вот я открываю документы, контроллер Scripts, и вот у меня здесь отдельный скрипт лежит, без папки, без ничего, и он отображался. А у Polarity, когда я закинул отдельно ретроспект, он в меню не выпадал. Поэтому я, решил попробовать просто добавить папку со всеми его скриптами, и как бы аллилуйя, теперь он появился. То есть мы нажимаем Add Controller, Generic, вот здесь находим Polarity, и выбираем любой его скрипт. Я проверял другие скрипты, например, Melody Maker. Они, кстати, вот я тоже рекомендую все скачать и пощупать, они, клевые. Вот Melody Maker позволяет просто генерировать мелодии благодаря там настройкам, то есть это все несложно. Но ретроспект почему-то, он как бы добавляется, но он не работает. То есть он не появляется здесь в меню, а в меню сверху в Bitwig вот контроллеры отображаются вот здесь. Такие вот кнопочки. Вот тут у меня контроллер автоколоринга, например. А вот этот ретроспект не появился. Но если у вас все это работает, то вот рекомендую. Можно скрипт этот поставить. Здесь нужно будет указать
короче, input, если есть какая-то MIDI клавиатура. Возможно, это связано с тем, у меня не работает, что у меня QWERTY клавиатура. Если есть сторонняя MIDI клавиатура, он, скорее всего, заработает. Вот, потом нужно будет на треке в панели инспектора указать вместо all ins вот этот вот, ну, как бы контроллер, который просто подменяет сигнал с MIDI вашей, ну, твоей MIDI клавиатуры на вот это, короче, ну, на то же самое, просто вот с возможностью делать ретроспективную запись. И все заработает. Видос тоже я пришлю, Polarity у меня не работает, поэтому мне пришлось тоже обратиться к стороннему варианту, а именно к плагину MIDI Cap. MIDI Cap — это классный плагин от создателя другого классного плагина под названием Rolling Sampler. Rolling Sampler делает то же самое, только с аудио. Это более удобный способ делать вот такой вот ресэмплинг. То есть как бы в Bitwig есть функция мастер записи, то есть вот эта вот кнопочка, которая включает мастер-рекординг, и потом можно этот файл достать. Но, типа, ты включаешь эту запись, и у тебя все это время, все записывается в файл, в то время как Rolling Sampler, он все это время в оперативку записывает файл, то есть, ну, в оперативку записывает аудио, файл никакой не создается. И только когда ты вот так вот выделяешь и драг-н-дропаешь в проект, уже создается какой-то записанный кусочек, записанный сэмпл. А есть MIDI Cap. Это как бы платный плагин, но есть... Спасибо за подписку. Есть его бесплатная версия, Lite называется. Единственное ограничение там, что только 60 секунд. На 60 секунд распространяется эта запись. Я думаю, в Ableton Live не сильно больше там, ну, тут боюсь соврать, я не знаю, сколько он записывает. Но в любом случае, как бы я сомневаюсь, что... Ну, лично мне никогда не нужно было прямо записывать что-то, типа, что я, ну, там, не знаю, час назад делал. То есть как только я понял, что я что-то классное сыграл, ну, типа, обычно проходит меньше минуты, чем ты такой, ого, стоп, мне надо это достать срочно, это сейчас классно получилось. Да, это есть такое ограничение в 60 секунд, не знаю, лично мне кажется, вполне себе этого должно хватать. То есть на мастер закидывается, ну, я думаю, что в любой элемент цепи вот этот плагин MIDI Cap, это инструмент, а не эффект. И все, самое главное здесь на мастере включить вот эту кнопочку рекординга. Ну и указать какой-то input, если его нет. И теперь, когда я играю на нашей дорожке с пианиной, у меня создается это MIDI, я могу вот так вот выделить его и... И все работает. Причем есть даже поддержка MPI. Ну, нам это в нашем случае не особо интересно. Но тут, если что, можно в панели инспектора тоже настроить, поиграться с MPI настройками, MPI параметрами. Это вторая функция, которой нам не хватало. И третья функция — это шаблоны дорожек. Тут, ну, все-таки прям такого элегантного решения нет. Придется немножко колхозить. Ну, то есть, что я имею в виду? Я могу создать любую аудиодорожку, и здесь по дефолту будет какой-то девайс. Ну, то есть, могу там закинуть utility, equalizer, объединить их в какой-то аудиорек, добавить там свои макросы этому реку и сохранить это как дефолтный стейт этого трека, то есть save as default audio track. Окей. И теперь у меня, ну и с MIDI то же самое. Теперь каждую новую дорожку я создаю, у меня на ней предустановлен вот этот трек. Это очень удобно. И в Bitwig почему-то даже в 6-й версии этого не добавили. То есть как бы тут либо создавать шаблон проекта, ну я вот, например, не хочу так, либо все-таки вот эти конкретные преднастройки сохранить, допустим, в тот же рек, и сохранить в браузере, и просто, ну, как-то настроить браузер так, чтобы легко и в первую очередь их доставать. То есть вот я создаю, ну, новый трек, он у меня всегда будет пустой, я не могу, к сожалению, сделать шаблон, чтобы на нем что-то было, но я могу также вот создать какой-то рек, назвать его вот так вот. Здесь у меня тоже будут эквалайзер и тул. Тоже я там, ну, как захотел себе настроил вот эти макросы. Ну, я когда-то этим пользовался, мне было удобно, как раз-таки потому, что я с лайва к этому привык. Сейчас я уже, ну, этого не делаю. Сейчас я
напрямую через, ну, плагины добавляю, какие не надо, управляю ими, но раньше мне нравилось вот такие реки создавать. Я думаю, если вы переходите из лайва, у вас тоже есть такая вот некая привычка с реками. И все очень просто, я просто, да, сохранил, перетянул или нажал правой кнопкой и кнопку Save Preset to Library, я сохранил этот пресет, и в моем шаблоне как раз-таки, то есть каждый новый проект, который я создаю, в нем у меня сразу открыта панель «Моя библиотека». Ну, вы можете любую панель по своему желанию себе настроить, но мне кажется, библиотека самый такой как раз удобный вариант, потому что я могу создать новый трек, сразу отсюда перетянуть что-то, и все, или вот так вот двойным нажатием. Вот эти реки добавлять. Ну, как бы можно их как добавить даже в какую-то отдельную папку там, допустим, и чтобы эта папка только открывалась. То есть, ну, вот такое решение. Чуть менее удобно, да, базару нет, но в целом как бы и ничего страшного. На самом деле привыкается довольно быстро и легко. Никаких проблем. Теперь, что касается плагинов. На самом деле тоже вот три небольших плагина я себе выделил, потому что о них люди часто пишут. Вернее, как, об одном часто пишут, о тюнере. То есть в Ableton Live есть тюнер, и, к сожалению, в Bitwig его нет встроенного. Здесь мой совет предельно прост. Любой бесплатный тюнер, например, M-тюнер от Melde Production. Я его не поставил, я сейчас стараюсь ничего лишнего не ставить. Никакие VST даже бесплатные. И это один вариант, он входит в бесплатный. Ну, кстати, вот весь этот бесплатный плагин от Мельды очень... бандл от Мельды очень хороший. Там куча клевых плагинов. Мельда — это хорошая компания, они классные делают плагины. И в целом как бы можно поставить. Вот в составе free бандла есть тюнер. Или там любой другой, ну как бы это все не проблема найти. Также в лайве я увидел достаточно интересный... Мне очень нравилось пользоваться плагином Erosion. Он такой как бы... Ну, он простой, как жопа. И позволяет вот так вот добавлять шумов звуку. Особенно классно это там с басами работает и так далее. И в Bitwig, ну, то же самое можно делать любыми там дисторшенами, куча есть вариантов, но есть самый простой такой элегантный вариант. Сэмпл потерял, правда, я этот. Сейчас верну. Не... Он здесь был все это время. Самый простой элегантный вариант — это пресет Erosion, то есть мой товарищ, эксперт по Bitwig, он буквально воссоздал этот же самый маленький плагин и вот создал такой рек, и можно посмотреть, как он это сделал. То есть 2 слоя, просто тест-тон, настроенный определенным образом, какой-то вот шум, и ринг-модуляция с сайдчейном от этого тест-тона. Вот, и я могу также всем этим здесь управлять через макросы, и это такой вот самый прямой аналог. Пресет этот я тоже вам скину. Такая тоже немножко уникальная штучка, которой нигде нет. И последнее, на самом деле, на что я обратил внимание, на очень классные в лайве спектральные плагины. Вот эти Spectral Resonator, Spectral Time. Им прямых аналогов я не нашел. Ну, то есть их нет как бы просто. То есть у них довольно такие, типа, уникальные какие-то тоже алгоритмы. Особенно если сайдчейн указывать, другие аккорды направлять в это. Это реально очень уникально звучащие штуки. Они прям классные.
прямо вот не хочется от них отрываться, но это клево. И в Bitwig есть спектральные девайсы, но они работают как контейнеры, да, то есть если вы смотрели мой модуль про контейнеры в бесплатном курсе, мы идем в Spectral, и тут у нас 4 девайса, которые тоже спектральным методом, то есть через преобразование Фурье и всякое такое, делит наш сигнал. Это по умолчанию, ну, просто контейнеры, которые делят сигнал либо по частотам, либо по гармоникам, либо по громкости, либо по транзиентам. И вот эти разделенные сигналы можно отдельно обрабатывать. То есть по умолчанию это как бы не дает ничего, но у них есть много классных пресетов. Почему они не отображаются? Возможно, я что-то не скачал. Ну, наверное, какого-то пака у меня, да, не хватает. Просто, опять же, я сейчас на 5 откатился. Но у них прямо классные пресеты. Не установил я этот пак, не подумал. Но у вас, короче, эти паки есть. По-моему, сейчас давайте посмотрим. Packages. Пу-пу-пу. Не знаю, кстати, почему не... Слушайте, я же вроде все скачивал. И они точно не премиальные. Ну, короче, где-то что-то я не вижу. У меня на другом диске есть, я перенесу. Пресеты к этим девайсам, вот их стоит пощелкать, потому что там очень классно есть цепочки и варианты того, как с этим всем можно работать. Ну, то есть прямых таких же вот эффектов, как в Ableton Live в этих спектральных плагинах, не добиться, хотя, ну вот... Хотя почему нет? Можно, пожалуйста, даже без пресетов. Даже солировать какие-то штуки. Добавим сюда какой-нибудь модулятор, например, LFO. Делаем его чуть помедленнее. Просто в пресетах еще в каждую вот эту отдельную цепочку, ну, там есть разные креативные вот моменты, ну, не знаю, что угодно можно добавить, дилей какой-нибудь. И все, и у нас начинается куча интересных всяких вещей происходить. В целом, поэтому даже без пресетов можете пройтись. Вот все эти спектральные плагины тоже очень креативные, очень крутые. Я бы сказал, даже покруче, чем в лайве. То есть в лайве все-таки вот эти два плагина, они крутые, у них интересные какие-то алгоритмы, они здорово звучат. Но то, что можно вот с этими штуками творить, это просто... Это просто фантастика. Поэтому вот такой небольшой модуль записал, хотел вас вдохновить, все эти плагины и пресеты добавлю. Пишите, чего вам еще не хватает, каких функций, каких плагинов, может быть, всему. Найдем замену, все подберем, на все посмотрим. Все, пока.